Могли бы сказать, что вот эти встречи, которые вы проводите в первую очередь для себя, чтобы потом становились яснее какие-то вопросы? Нет такого. А для чего тогда? Понимаете, в том-то и дело, что мы в жизни все время привыкли что-то делать для чего-то. Но наша настоящая жизнь, она не преследует определенного. То есть мы счастливы тогда, когда в наших действиях нет корысти. Понимаете? То есть жизнь, она всегда активна, она куда-то всегда ведет, куда-то что-то происходит. Иногда людям кажется, если у вас нет задачи, у вас нет определенной цели в жизни, каких-то, что душит вам, каких-то желаний, скажем так, вы должны сидеть, руки сложа. Нет, жизнь продолжается, она как-то вас ведет. И вы это видите, вот она туда ведет, то есть, понимаете, вы не противодействуете ходу событий. Вот куда она, как она ведет, так она и ведет. А как получилось, что вы начали вести такие встречи? С чего все началось? Вот в том-то и дело, что есть определенные, допустим, вещи, которые мы, когда что-то делаем для чего-то, мы можем это как-то объяснить. Вот если мне куда-то надо, я могу объяснить, почему, зачем я так делаю или это. Но дело в том, что есть другая жизнь. Те события просто происходят. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я не могу объяснить, если бы у меня была задача, чтобы эти цели происходили, встречи происходили, то, естественно, я как-то мог объяснить, что вот для таких-то вещей. На самом деле они просто происходят, потому что в жизни каждого человека есть определенные события, которые, хотим мы этого, не хотим, они происходят. Почему они происходят, если вы совершаете для этого определенные усилия, естественно, вы как-то можете это все объяснить. Но когда они сами как-то происходят, я затрудняюсь объяснить. Так сложилась жизнь, что эти встречи начали происходить. Каждый из нас здесь что-то вечное, имеющее не рождение и смерть. И наша жизнь отличается от той жизни, которую мы проживаем как люди. А что вас учили с самого рождения? Что вы родились, что вы умрете, что у вас в жизни есть много-много вещей, к чему вы должны прийти. Вы это просто приняли, вы в это поверили и начали вашу жизнь. Нашли вы счастье в вашей жизни? Мы, каждый из нас хотим быть счастливым, но сам, вот я хочу быть счастливым, это я, лично я. Но я, если даже буду счастлив, другие будут несчастливы. Я, может, какие-то усилия могу совершить, чтобы прийти к этому счастью, но другой, может, не сможет совершить усилия. Понимаете? То есть мы изначально предполагаем, что уже этот мир, понимаете, мы сами считаем, что это все несправедливо. Мы сами несправедливы. Как может такое быть? Подумайте сами. Как мы сами несправедливы? Мы очень... Ну а как может такое быть? Мы родились, чтобы прийти к счастью. Мы уже счастливые, родились, понимаете? Это настолько человеческий ум ограничен, что он эти простые вещи просто не понимает. Понимаете? Не может такого быть, что ты можешь прийти к счастью индивидуально. Этот человек придумал. Счастье, оно общее для всех, и оно ничего не требует. И вот эта наша форма, скажем так, это как некий сосуд, пустой, который мы пытаемся заполнить через внешние какие-то вещи, радостью, любовью, какими-то вещами. И чем больше мы, это как бездонная бочка, наполняем, все равно эта внутренняя пустота остается. Да. Даже иногда увеличивается. Да. Вот эта пустота наполняется изнутри. И невозможно эту пустоту наполнить с внешними какими-то вещами. Она наполняется изнутри. Сама. Сама. Вот вы когда естественны, вы изнутри наполняетесь. Просто ум не замечает. Когда вам ничего не надо, когда вы общаетесь с близкими, родными, там, вы что же, это игра, вы играете. Для кого-то роль матери играете, для кого-то, понимаете, если все вечные существа, это все роли превращаются. Вот некоторые роли в своей жизни, которые вы играете от души, от сердца.
Вам ничего в этот момент не надо. Может, это даже не всегда, но в какой-то момент. И в этот момент вы счастливы. Просто это настолько мало времени занимает, что ум не может увидеть, понять. И он опять вас направляет в поиске счастья где-то в другом месте. Хотя прямо перед вашим носом вы счастливы. Очень много моментов в жизни. В течение дня очень много моментов есть, когда вы счастливы, на самом деле счастливы. Просто мы не понимаем. Даже ситуации, обратите внимание, есть определенные ситуации, вы где-то в каком-то месте находитесь, все очень обычно, привычно, о душе можете общаться, жить как-то. В этот момент не понимаете, проходит время, думаю, как хорошо было тогда. Хотя вроде ничего особого тогда не было. Но вы счастливы были. То есть, вот если вот это будет все время продолжаться, а это продолжается тогда, когда вы понимаете, что у вас нет задачи в жизни. Потому что все эти задачи нужны для того, чтобы сделать себя счастливым. Но если они счастья не дают, значит у меня нет. Я не знаю, что будет, но я понимаю, что нет задачи. И все это оставляйте, ничего не остается, но просто жить от души. Проживать эту жизнь так, как проживается, скажем так. И все. И тогда вы все время в этом находитесь. И в какой-то момент вы просто понимаете. Счастье не связано с деньгами, с едой. Вы не сделали его счастливым. Нет. И вы не можете никого счастливым сделать. Единственное, вы сами можете быть счастливым и делить свое счастье. Но счастливый каждый сам может. И даже вы ему этот кусок хлеба не можете дать, если Бог вам не даст этот кусок хлеба. Вы вообще ничего не делаете. Вы все хорошее к себе присваиваете, а плохое кидаете на жизнь. Понимаете? Чтобы вы кому-то этот хлеб дали, вначале этот хлеб вам кто-то должен дать. А кто вам этот хлеб дает? Бог дает. И он тем же успехом ему может дать. Просто он может ему дать через ваши руки. Это тоже может быть. Но пока я считаю это моими руками, я решаю, как, что, чего. Речь об этом идет. Что никто не говорит, так не надо или так надо. Просто речь идет о том, что мы не знаем. Мы не знаем, вы дали кому-то что-то, к добру это или к злу. А как вы поступаете в этот момент? Я никак не поступаю, как происходит, так и происходит. Отдайте эту голову Богу, и вас не будет интересовать те мысли, которые в этой голове. Все. А здесь мы просто боремся с этими вещами, потому что пока есть борьба, пока я к чему-то иду, естественно, я остаюсь. Все делается, чтобы сохранить себя. На словах это все очень высоко звучит, побороть какие-то отрицательные качества, но этими качествами я сохраняю вот свое, вот это эго раздувается. Другие мысли будут приходить еще страшнее, чем эти. Потому что здесь ошибка не в этих, а ошибка в том, что вы присваиваете это все. Нет, ну вот с вами Шивананда, например, он учил то, что как бы заменять нужно эти мысли. То есть какую-то плохую мысль, да, допустим, о алчности, да, например, заменять там мысли о щедрости. Или там о похоти заменять там, да, там мысли о воздержании, о пользе воздержания. Да, Но вы это не приняли же. Что откуда вы знаете? Ну а почему тогда этот вопрос мне задали? Потому что... У вас был этот вопрос, вы получили ответ, он вас не устроил, вы опять этот вопрос задаете. Поэтому совершенно другой ответ дается. Я не помню, кто сказал, благими намерениями дорога в ад идет. Понимаете? И на словах все очень хорошие и хотим очень много добра принести мир. А в основном эти люди в конце становятся диктаторами, когда к власти приходят. Те люди тоже, которые убивают, они тоже думают, вот надо вот так жить, вот так должно быть. Не нам решать, как должно быть, вот в чем дело. А если вы хотите, чтобы было по справедливости, то это только Бог знает. Только можете отдать то тело, в принципе, которое ему принадлежит, чтобы он через это тело мог что-то сделать. Вот то, что он будет делать, это будет добро. И вы увидите, ваш ум это увидит и будет понимать. А что-то отдельное, как отдельное существо, кто я такой, что я еще должен решать, как должно быть. Вот все эти диктаторы, там, они как раз и решали эти вопросы. Они считали, что вот так должно быть.
Они считают, что так должно быть. А жизнь показала, что даже очень красиво все, якобы все на самом деле было на основах, но на самом деле привело совершенно к обратному результату. И вот то, что вы говорите, какие-то мастера там, пришли, да ни к чему они не пришли. К чему они должны прийти? Они как раз и поняли, что ни к чему они не могут прийти. Они просто сдались. Они приняли свое поражение перед Богом, понимаете? Когда ты это принимаешь, ты растворяешься, от тебя ничего не остается. И для тебя другая жизнь открыта, твоя реальная жизнь. Ты как эго, как что-то отдельное, как просто перестал. Вот эго живо, пока оно пытается победить. Если вы принимаете свое поражение перед Богом, я не говорю перед кем-то еще. Мы пока перед Богом свое поражение не примем, мы будем проигрывать как раз у людей, у кого-то другого. Вы не выигрываете, понимаете? Вы принимаете свое поражение. И в этом есть победа, понимаете? Вот об этом и говорят. Победа над самим собой, над умом. Вот этот ум не хочет принять. Он не хочет принять. Вот это и есть. То есть ум до того созрел, что он понимает. Что есть нечто, не знаю, кем хотите называть, что мы против него играем. И вся проблема возникает, когда мы хотим его выиграть. Мы можем наслаждаться самой игрой. И вот это не хочет, он хочет выиграть, он хочет вместо него стать. Понимаете? Вот человек хочет вместо Бога стать. Вот он хочет решать, как жить, что делать, вот это правильно, это неправильно, вот это справедливо. Вот здесь ошибка.